Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Андреевич Пьянковский прямо сейчас со мной на связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Андрей Добрый день, Андреевич, Александр. начать я хотел бы с резонанснейшего заявления на G7 Владимира Зеленского насчет миротворческой миссии на границе с Белоруссией. Достаточно неожиданная история, неожиданная, потому что новая. Что это за признак? Силы или слабости? И почему именно сейчас? Вообще вся эта встреча и ее антураж, ее визуальное восприятие миром — это первая встреча Большой Восьмерки. Это громадный успех украинской дипломатии и громадное поражение нашего Риббентропа. Представляю, и кто там еще, кроме Риббентропа, там, помните, такой был мордастый замминистра, который все угрожал НАТО: забирайте манатки и убирайтесь по-доброму. Вот. Это понимание новой роли. Ну, так получилось. Человек как бы обращается, и 7 лидеров мира. Ну, происходит как селекторное совещание. Зеленский проводит селекторное совещание, но не с украинским, а с лидерами большой семерки. Но это отражает крупные реальности. То, что вот в этой войне, а я уже напомнил, что это война, которую Россия объявила не только Украине, но и всему Западу, Украина играет роль лидера свободного мира. Она своим примером, героическим сопротивлением, она тянет за собой лидеров свободного мира, большую семерку. Мы же наблюдаем с вами в течение и 6 месяцев войны, и последнего года этого противостояния, как шаг за шагом Запад встает на более ответственные, более достойные позиции сопротивления путинской орде. Вот это очень важное было совещание, и он вел его именно в такое очень достойно. Он имел право на свою позицию, но потому что это совместная борьба цивилизованного мира против путинского фашизма, и Украина несет большую тяжесть этой войны. Это понятно, что без американской помощи очень трудно было противостоять Орде остатками старого советского оружия. Другого не было в Украине. Но, с другой стороны, только Украина сражается на поле. Запад делает все очень важное, но руками украинских солдат, жизнями украинских солдат. Мне кажется, что в последние 2 дня Запад начал это понимать. Вот Путин совершенно ничего не понимает, ни Украину, ни Запад. Зачем он полез вот с этой массированной атакой удара по инфраструктуре Украины? Он думал посеять панику и запугать украинский народ. Он добился, ну сколько раз это происходило, и всегда была обратная реакция, и сейчас это только больше ненависти, больше решимости, больше желания победить агрессора и наказать агрессора. Ну, это меня не удивило, это никого не удивило, все уже видели, что такое. Но меня немножко удивило очень резкая реакция Запада. Это началось еще вчера, это началось в риторике. Они не использовали раньше таких выражений. Ну, например, начнем с фигуры самой важной. Это президент Соединенных Штатов Байден. Он поговорил вчера по телефону с Зеленским и опубликовал на на своем персональном сайте информацию об его разговоре. И там он употребил фразу, ну, которую еще вчера немыслимо было бы от него услышать. Мы сделаем все в наших силах, чтобы Россия чтобы Путин и Россия, вот это очень интересная связка, чтобы Путин и Россия понесли наказание за их военные преступления. Ну, тут, во-первых, впервые четко
характеризована деятельность Путина и российского государства как военное преступление, это уже совсем полшага до его, в конце концов, согласия на объявление России государством спонсором терроризма, ну а фактически просто террористическим государством. Ведь единогласно проголосовал за это Сенат. По закону нужна просто подпись Блинкина. Все. Ну, мне кажется, что это сигнал Блинкину дать в ближайшие дни эту подпись. Но еще более важное – это Путин и Россия. Это очень важный вопрос не только для Америки, но и для Запада и западного сознания. А вот несет ли ответственность русский народ, Россия как государство за преступление Путина? Ну, как бы одно дело был путинский режим, считалось политически корректным, а вот там замечательный русский народ, который просто противостоит этому путинскому режиму. Да, в общем-то, ни хрена он особенно не противостоит. Максимально, что позитивного можно сказать о русском народе, что он не бежит на войну. Но это тоже важно. Такой безумной оголтелости нацистской Германии в массе своей не было. Но и оголтелость была достигнута, чтобы после взятия Парижа у Гитлера были какие-то успехи, и не только в военной сфере, а и в чисто экономической. Здесь-то одни поражения, и Путин совершил грубейшую ошибку с мобилизацией. Это он впервые за годы своего правления создал острейшую социальную проблему. Но сейчас не об этом мы можем поговорить подробно, но вот я сейчас хочу обозначить. Вот, то есть вы как-то не с некоторым удивлением даже, как это так, Зеленский там диктует повестку дня. А он признан ими лидером свободного мира. Они понимают в глубине души, что если бы не Зеленский, если бы Украина не удержалась в первые 4 дня и взяли бы Киев, когда, ну, ограничился бы весь Запад озабоченностью, а на следующий день увидел путинские орды на границах Прибалтики и Польши, и куда бы тогда делся Байден с своей мантрой, что вот мы в Украину солдат не будем посылать, no-fly zone не будем, а вот за каждый инч, за каждый дюйм Article 5 territory мы будем сражаться. Да не сражался он за Украину, не смог бы он сражаться и за каждый инч территории Article 5. И в конце концов Украина и спасла его от этого немыслимого выбора. Или уйти из мировой истории, отдав Прибалтику и Польшу и нарушив свои обязанности, или посылать американских солдат там умирать. И они понимают, что сделала Украина, и я думаю, что это первая встреча большой восьмерки, потому что в послевоенном мире определяют структуру безопасности, а G7 или G8 – это одна из важнейших структур, держава-победительницы. И без такой державы-победительницы, как Украина, при всем уважении к двум другим державам, которые можно так назвать, Великобритания и Соединенные Штаты, уже не обойтись. Так что запомню этот сегодняшний исторический день 11 сентября. Это первое заседание новой международной организации «Большой восьмерки». Андрей Андреевич, но все-таки по поводу миротворцев и угрозы со стороны Беларуси, это вот принципиально новое прочтение всего того, что мы слышали от Лукашенко об этом общем контингенте белорусско-российским на границах с Украиной. Что думаете? Вы знаете, ну и у меня есть два стандартных ответа на два стандартных вопроса. Они не меняются в течение последних 3 месяцев на каждой встрече. Первое о ядерном оружии. Я всегда, вы знаете, оценивал крайне низкую вероятность использования ядерного оружия, а сейчас тем более. И у меня было всегда 3 аргумента. Ну, я кратко их повторю. Первое, это ничего не решает в военном отношении, это бессмысленная акция. Вторая, за это Путина очень строго накажут. И третье, он не может сделать это один. Этот процесс привлекает минимум 20 офицеров. И даже если он будет совершенно безумен, у него нет ни гарантии, что все эти 20 человек будут также безумны. А это сейчас это понял даже и Путин, и вся российская верхушка. Вы же видите, что у них творится
на телевизионных шоу. Да мы и никогда и не хотели, это клевета, ядерная война невозможна, в ней нет победителя. А зачем? А затем еще подлейший нарративчик. Да нам это не нужно. Мы без всякого ядерного оружия превратим Украину в 18 век путем ударов по их инфраструктуре. Вот они это и пытались два дня делать. И то же самое с Лукашенко. С Лукашенко я все время повторяю, этот человек петляет 30 лет. Он начинал петлять еще при Ельцине. Замечательные были сцены, я помню. Вы, наверное, еще в школе учились. Я был намного моложе. Лукашенко приезжал каждый год к Ельцину в Георгиевском зале, выпивал бокал с водкой, разбивал его и подписывал очередное соглашение о окончательном, полном, всеобъемлющем объединении с Россией. Потом брал в кармашек там 10 миллиардов долларов и уезжал, ни на секунду не собираясь менять свою должность диктатора Европейского государства среднего размера на минского секретаря обкома. Ничего в его поведении не изменилось. Так и сейчас, как петлял, так петляет. Вы обратите внимание, как он петляет. Он петляет, что да, у нас создается, я согласился на совместную группировку, но это совместная, но белорусские войска не будут участвовать. А смотрите не за словами, а за делами. А куда идут поезда? Поезда идут с оружием туда, в Россию. Громадные склады российского почтового оружия, но формально оно там продано или как-то считается собственностью. Я поэтому, может быть, я ошибусь, не знаю, не хотелось бы, но мне кажется, что пропетляет. Если он пропетлял 30 лет, то он же понимает сейчас, как весь мир, что через месяц война может окончиться. Она окончится освобождением Херсона. Что же он дурак в петлю есть, лезть на скамью военных преступников за месяц до окончания войны? Нет, Мгм. пропетляет. Ну, соответственно, миротворцы — это как раз-таки тот пас, мол, дорогой Запад, поучаствуйте не только морально и материально, а еще и как бы физически. Ну, я уж не удивлюсь, если это об этом поговорили до большой восьмерки Зеленский с Лукашенко по телефону. Да. В свое время у них были неплохие отношения, вы знаете. Нет, еще раз повторяю, ядерной войны не будет. Путин хочет жить, и Лукашенко за месяц до окончания войны и в петлю по приговору Международного А вот трибунала вы не проговорились, полезет. Андрей Андреевич. До окончания войны месяц? Мгм. Ну, я думаю, что, значит, что я в том смысле, в котором я понимаю окончание войны. Я думаю, что за этот месяц Украина освободит Херсон, и это будет так. Вы видите, какие процессы развертываются внутри России. Они же там, ну, вы видели в какой-нибудь военной стране, в воюющей стране в момент войны, там полевые командиры типа Кадырова и, и этого самого Пригожина требуют не то ли расстрелять, не то ли застрелиться, требуют у министра обороны, начальника генштаба и так далее. Путин уже не контролирует ситуацию, он уже под их давлением поставив. Он по существу, вы же понимаете, что значит назначение этого садиста, палача Алеппо, как его, Суровикин, да. боже мой, Суровикина. Да по существу он назначил его и министром обороны, и начальником, он одним их поставил. Это назначение, вся эта кампания против Герасимова. У нас нет никаких симпатий с вами ни к Герасимову, ни, естественно, ни к Шойгу. Ну, просто мы видим, что вытворяли с подачи Путина, естественно, не без его же разрешения, Кадыров и Пригожин, они добились этого назначения. И весь генштаб, все офицерство этим крайне недовольны. Ну, еще бы. Кадыров – это человек, которому принадлежит знаменитая фраза «Своего первого русского я зарезал в 16 лет». Вот такой генерал-полковник теперь в российской армии, который рулит всей этой армией. Там колоссально. Это процессы внутри элиты, а
социальный разрыв, это несчастные мобики. Ведь кто сбежал? Сбежало не то, что не то 200 тысяч, не 700. Это средний класс сбежал. Это люди, у которых есть деньги, зарубежные паспорта, связи какие-то, connection, какие-то профессиональные занятия, которые... А рабоче-крестьянских модиков, любящий Путина глубинный народ направили вот подыхать. И они уже подыхают. Нам рассказывали там о каких-то учебных лагерях, уже масса сведений. Вот только сегодня я видел несколько сюжетов по телевидению. Уже есть и пленные Украины, и убитые. Вот в этой атмосфере абсолютной растерянности, неуверенности, конфликтов. И, кстати, вот эта борьба между полевыми командирами и Генштабом, это борьба не только борьба, скажем, на тему, да какие нам там использовать ядерное оружие или убивать всех украинцев. Это скорее борьба за то, кто останется у власти в стране, терпящей поражение. Понимаете, все ненавидели Украину, одинаково все хотели ее гибели, но сейчас есть другая задача, гораздо более близкая к его сердцу, любого человека в бункере. О чем он сейчас думает? Ах, как жаль, что мы не уничтожили Украину, не попробовать даже нам еще как-то. Может быть, Путин об этом думает. Но они больше думают о том, что страна терпит поражение. Я человек, находящийся в высшем руководстве страны. Я миллиардер, они все. Власть и собственность. Как сохранить власть и собственность в стране, терпящей поражение? Вот там, чем они сейчас занимаются. А как ее можно сохранить? Назвав виновного в поражении. Вот вся борьба, которая развертывается, это борьба за назначение виновного. Путин сам не может орать, что это не я виновен, это Герасимов и Шойгу. Он спустил своих шавок. Все время я эти фамилии забываю, Кадыров, Пригожин, которые орут, это это немысленная практика. Да в любой нормальной стране их расстреляли бы за такое предложение начальнику штаба и министру обороны за полчаса. Это Путин их ртами погаными, он орет, что виновен не я, вот этих. Я вот старался спасти страну. Поэтому взятие освобождения Херсона все эти процессы максимально активизирует. Может быть, с точки зрения чисто военного, само взятие Херсона, оно бы может быть, даже не обвалило бы весь фронт, не могли, но политический фронт в России, оно обвалило бы без всяких разговоров. Вот в этом смысле война окончилась бы. То есть исход ее, он и сейчас стратегически ясен, а с освобождением Херсона он был ясен уже в самом практическом смысле. Уже бы началась борьба вот за власть в стране, терпящей поражение, и обсуждение условий максимально мягкой капитуляции. И я уверен, что какая-то группа в этот момент, или те же Кадыровы, или наоборот, генералитет снимет Путина и обратится к Западу. Вот слушайте, вы боялись там Путина, он мог ядерную войну. Все, мы этого человека убрали, так теперь помогите нам спасти лицо. Мы же, кто-то должен контролировать эту громадную страну после поражения. Это в стране там несколько тысяч атомных боеголовок. Это же нельзя раздать просто всем прямым бандитам. Помогите нам, окажите давление помогите нам достигнуть каких-то более-менее приемлемых, не слишком позорных условий капитуляции. Вот в каком смысле война закончится со взятием Херсона, если успеют. Ну, собственно, все же военные говорят, я не претендую, что я военный, я кое-что понимаю в ядерной стратегии, но не в конвенциональном вооруженных силах. Но все военные эксперты говорят в один голос. Или Украина возьмет Херсон в течение, до середины ноября, либо там просто погодные условия навяжут некую передышку, и, она может тогда решающая стадия. Да, это очень интересно и обнадеживает, Андрей Андреевич. Но что происходит с ракетами большей дальности? Медведев вопит о том, что это будет Третья мировая, грозит Западу. И здесь выходит Кирби и говорит, что, мол,
Мы, конечно, всецело поддерживаем, и мы не исключаем возможность поставок «Атакмс», других дальнобойных ракет, но это будут решать в Рамштайне 50 стран-партнеров. Пока ему нечего сказать. Боже мой, ничего более, я слышу, ничего более обнадеживающего за последние несколько месяцев я не слышу. Ну, Кирби практически сказал, мы не исключаем ничего и будем решать в Рамштайне. Это в переводе с дипломатического языка, это означает, ну, скорее всего, мы это сделаем. Когда, ведь это же Кирби, ему каждый день задают вопрос. Я задавал многие вопросы людям, которые знают не хуже Кирби. Ответ всегда был один. No comments. Мы не подтверждаем, мы не опровергаем. Согласитесь, мы ничего не исключаем. То есть мы поставку это не исключаем. Это уже совершенно другой уровень ответа. Ну, я не скажу на 100%, но я очень надеюсь на положительное решение, но в чем я уверен стопроцентно, это общее изменение отношений, тональность. Ну, слушайте, я не знаю, столько выступал сегодня, я уже не помню, что я говорил в начале. Я говорил о заявлении Байдена о военных преступлениях России. Ну, конечно, вы говорили, что будет отвечать Путин и Россия. Да. Да, это новое. Ну, было столько новых заявлений. Боррель говорил о варварских, это Боррель, который всегда говорил о варварских преступлениях путинского режима. Это самая девушка фон Блэр, немецкие лидеры. Я был удивлен. Вот такая, понимаете, они же все-таки не железные люди. Ну, они там циничные политики по профессии, но в чем-то порядочные люди. То есть их просто вот эти 2 дня беспощадной бомбардировки городов, их просто, ну, как людей, это потрясло и поразило. И это вот какой же он идиот. Вот он надеялся, что украинцев он запугает и что запугает Запад. И вот этими самыми. Это же все в одном ключе, в одном флаконе шло. И не только, ну, Медведева можно было бы списать, это тихий сумасшедший. Но Песков то же самое сказал, красная линия. Ну, во-первых, теперь понятно, чего не боятся больше всего. Ну, потому что почему? Потому что это объяснил генерал Залужный прекрасно еще месяц назад. Он сказал, нам нужны эти ракеты не для того, чтобы бить по российским городам. Мы не садисты, как русские террористы. Нам нужно, чтобы они понимали, что они у нас есть, и тогда они прекратят бить по нашим городам. Вот чего они боятся больше Андрей всего. Андреевич, ну, если мы так прошлись по заявлениям, то Столтенберг, конечно, удивил. Поражение Украины – это поражение НАТО, выигрыш. Ну, на него тоже набросили. Ну, я вам сказал, что все, они же не сговаривались, вот не перезванивались, Байден, Столтенберг, Кирби, вот давайте, вот будем. Это каждый из них это чувствовал в себе. Это Путин сделал, ну, пожалуй, это самая его чудовищная ошибка за последние. Ну, я уже говорил, мы в прошлый раз вам говорили, что он испытал шок, чудовищное унижение в Самарканде. Он приехал безумным, и начиная с утра 19 сентября он принимает одно за другим совершенно безумные решения. Самоубийственные. Это мобилизация, это аннексия. Он еще раз попытался круг ядерного шантажа и получил такое по морде от Селливана и Блинкина, что вот с тех пор они только говорят о том, что зачем нам ядерные вооружения, мы и так Украину 18 век. Ну, плюс к этому еще взорвал 2 трубы северных потоков, и вот это абсолютно полное непонимание человеческой природы и общества западного, и западного лидера. Но они знали, что он убийца, что он террорист. Очень трудно сейчас будет Байдену не подписать, скорее всего, подпишет. Но, понимаете, мы живем в век телевидения. Визуально увидеть. Кстати, с первого дня войны очень большую роль играют американские телеканалы, СНН, другие, которые вот приносят всю эту картину
в уютные домики американских обывателей, понимаете? Они туда бросают, и уже политики не могут отвертеться. Они бы, может быть, хотели бы о чем-то договориться. Мы же с вами видели, какая длительная борьба шла внутри самой администрации. А вот, кстати, показательно, когда Байдену понадобилось сделать Путину личные предупреждения окончательные по ядерной войне, он же выпустил на экраны обоих своих советников, и Блинкина, и Салливана, чтобы не было в Москве никаких, и поэтому до них дошло, что в Москве не было никаких иллюзий, что там разногласия, там вот там наш Салливан что-нибудь сделает. Салливан сказал, да, Салливан с Блинкиным разошлись, по-моему, в прошлый раз Да, уже это да. обсудили. Салливан обещал catastrophic последствия, а Блинкин обещал им horrific. Вот и весь выбор, который... А уж какие будут последствия против... Чтобы Боррель, осторожный дипломат, назвал варварскими вот эти путинские атаки, а Байден заговорил о том, что Путин и Россия должны ответить за свои военные преступления. Ну, значит, Мгм. достал. Достал. Ну и Да. очень хорошо. Андрей Андреевич, на моем канале я обращаюсь сейчас к моим подписчикам. Вот было последнее интервью, ну, крайне принято говорить интервью с историком, тоже из Соединенных Штатов Америки, российско-американским историком Юрий Фельштинский, сказал, что Трамп заявил о немедленных переговорах между Россией и Украиной только потому, что он очень-очень давний агент Кремля, агент Путина. Прям вот завербованный. В комментарии просто разрыв был. Как это Трамп? Да вот посмотрите, что было при Трампе, а вот сейчас при Байдене. И вы знаете, я хочу вот поговорить об агентах. Может ли быть Трамп агентом Путина? Тут совсем недавно Бремер, да, американский политолог, сообщил, что Маск перед тем, как в Твиттере публиковать свои, собственно, как бы варианты опросов, что Крым нужно оставить, что референдумы провести под эгидой ООН, и когда ему отвечали Зеленский и другие, они все, ну вот, собственно, этот весь шок и ужас пережившие, а оказалось, по версии этого американского политолога, он созванивался с Путиным, и после общения с Путиным начал вот забрасывать эти идеи. Как вы думаете, Трамп агент, Маск агент? Маск не агент, ему просто понадобились деньги. Это, понимаете, я наивный человек. Я первый разоблачил твит Маска, там просто штампы, он очень плохо сфабрикован в КГБ. Ну, например, на английском языке используется так «Хрущев mistake». Это вот старый ГБшный миф о том, что украинец Хрущев, значит, этот Крым Украине. Ну, так не работает. Если бы я был писателем, директором ФСБ, бы расстрелял бы тех, кто работал с ним. И я очень пожилой же человек, но, видимо, неисправимый романтик. И у меня гипотеза была другая. Вы знаете, величайший, покрупнее Маска человек, величайший физик всех времен Альберт Эйнштейн. Он в конце 40-х, 50-х делал на последний год суждения массы нужных Москве заявлений, что нехорошо, что ядерное оружие есть только у Соединенных Штатов. Это надо для равновесия, чтобы было у Советского Союза. Вот тогда война ни в коем случае не. И это оказывало большое влияние на физиков, которые работали в Лос-Амосе, в следующих проектах. Эйнштейн же был непререкаемым авторитетом во всех вопросах. И очень многие работали, все это сваливали в Советский Союз. Он не был агентом, у него была любовница, знаменитая Коненкова, жена знаменитого советского... Об этом очень много книги об этом написано. Это очень романтическая история. Последняя любовь Эйнштейна. Ну, я и подумал, что, наверное, какая-нибудь красавица из КГБ этого молодым человеком, но долго обсуждала с ним проблемы Хрущев, мистейк там в постели. Или у него там еще, ну откуда, ну такая грубая дешевка, ну откуда этот гениальный южноафриканский юноша, всю жизнь занимавшийся там космосом или воздухоплаванием, так глубоко погружен в проблемы водоснабжения Крыма. Вы же помните, у него там, ну то есть
Ну вот, я неисправимый романтик. Все выяснилось проще, и, я не знаю, звонок Путину, может быть, и был, но он уже был как бы реализацией другой мотивации. Маска же, вы же все знаете, большие проблемы были и у Теслы, и у другой компании. Какой-то, ну и это более мои циничные коллеги нашли данные, они тоже совершенно открытые. Какой-то неизвестный зарубежный инвестор очень большую сумму, там речь идет о нескольких миллиардах долларов. То есть это Маск не агент, он деловой человек, он заработал несколько миллиардов долларов. Но, видимо, ему показалось мало, ему понравилось. И он, наверное, решил заработать и у китайских инвесторов. Вы же знаете его следующий ответ, он предложил Тайваню не меньше, не больше миллиарда. А что вы там кочевряжетесь? Смотрите, как замечательно дела идут в Гонконге. Вступайте в Тайвань на тех же условиях Гонконга. С Трампом, понимаете, Трамп, прежде всего, идиот. Он абсолютно безграмотный человек во внешней политике. Иногда он делал очень правильные вещи, потому что у него был очень хороший советник, его зять Кушнер на Ближнем Востоке. Очень ряд правильных шагов он сделал, в отличие от демократов, которые вот ну, понимаете, я же не сторонник Байдена, вы же меня слушаете год. Я этого Байдена как только не костерил. Но в администрации Байдена идет борьба между проукраинскими Блинкиным и Остином и условно пророссийским Сальвой. И в этой борьбе наши союзники одерживают победу. И шаг за шагом, ну, собственно, без американской помощи Украина не смогла бы достичь. Ну, а то, к чему призывает сейчас Трамп, мы знаем. То, к чему призывает, а его правая рука, его любимый комментатор на Fox, Такер Карлсон, ну даже безумный, вот меня поражает безумная тупость вот этой русско-американской, русскоязычной американской трампистской сволочи. Вот Трамп, он делает свое дело, они еще изображают из себя сторонников, помешавшись на любви к своему Трампу, они просто с ума сошли. Они с ума сошли. Вот часто, когда очевидно, какую антиукраинскую позицию занимает. Такие люди есть в обеих партиях, и и у демократов крайне левое их крыло. Кстати, оно очень хорошо представлено в газете «Нью-Йорк Таймс», и эта газетенка все время выбрасывает какие-нибудь сознательно продуманные гибистские антиукраинские тезисы. Ну, например, вдруг у них откуда-то появились сведения, что украинцы якобы сами сообщили, что Дарья, эта самая фашистка Дарья Дугина была убита с помощью. Ну, они все время выбрасывают. И крайне правое крыло у республиканцев. Вот это я бы не назвал Fox News в целом, потому что на Fox News есть прекрасные люди, поддерживающие Украину. Как, например, тот же министр тоже государственный секретарь Трампа, бывший Помпео. Но то, что делает Такер Карлсон, и то, что делает Трамп на своих митингах, это 100%. Это идет под аплодисменты Кремля. И вся эта наша русскоязычная сволочь, она продолжает аплодировать своему миру. Вот трампизм головного мозга – это очень тяжелое заболевание. И, между прочим, я не хочу называть фамилии, но блестящие умы, мои бывшие друзья, не буду называть, продолжают вот, повторять то же самое, что вот был бы Трамп, все бы было иначе, вот мы бы спасли Украину. Ну ладно, это не имеет никакого значения, это пренебрежимое меньшинство, и оно, слава богу, не играет никакой роли. Но раз уже заговорили о американской политике, я хочу сказать, что американские выборы не сыграют никакой роли на поведение Америки. Потому что мейнстрим, повторяю, и мейнстрим республиканской, и мейнстрим демократической партии занимают твердую проукраинскую позицию. И целый ряд ответственных лидеров демократов, как тот же Помпео, как Ники Хейли, например, они все время критикуют Байдена, так же, как и мы с вами, за недостаточную поддержку Украины. Надеюсь, что через 2 дня после Рамштейна у нас будет меньше оснований. Но вот на КГБ работает крайность, крайняя правая
Крайне левые демократы – это чисто идейные люди, они ненавидят капитализм, империализм, обожают коммунизм, и Советский Союз любят до сих пор, как этот идиот Сандерс. И крайне правые, которых, к сожалению, и сейчас полностью поддерживает и Трамп. Вот что я могу сказать по э, внутриамериканским делам, и очень жалею, что вы меня втянули в эту тему. Я совершенно не интересуюсь внутриамериканской политикой, но уж меня просто достала вот эта трамповская, трампистская русскоязычная сволочь. Все. Да, да, я благодарен вам за то, что, ну, высказываетесь и действительно то говорите, ну, о чем вам, ну, действительно печет, болит, и вам нужно, скажем так. Да, что касается конкретного вопроса, агент или нет, я думаю, что не агент. Я думаю, что просто, ну, явно зависим, явно. Но вы помните, что с ним сделал Путин на саммите в Хельсинки, когда они вышли на пресс-конференцию. Вышла громадная туша и маленький щуплый человечек. И эта громадная туша была совершенно обмякшей и жалкой, а человечек блудливо улыбался в роли альфа-самца. Зависим, скорее всего, громадным компроматом. Ну, человек 20 лет организовывал конкурсы красоты в постсоветской России, ну, то есть бордели. Ну, это достойное занятие, ничего страшного в этом нет. Просто все эти бордели 24 часа в сутки записывались, конечно, КГБ. Ну, и там можно собрать какие-то избранные странички, ну, о которых время от времени господину Трампу напоминать. Вот такая грустная история, скорее всего. А подписок никаких о сотрудничестве он, конечно, не давал. Андрей Андреевич, очень коротко. Путин и Эрдоган. Новая встреча в Казахстане. Снова будет в молоко? Ну, Эрдоган хитрейший мужик. Путин ему заплатил громадную цену за его посреднические усилия. Армению, Сирию и Ливию. Он отступил там, все. Реджеповский, делай, что хочешь с армянами, делай, что хочешь с Асадом моим, делай, что хочешь в Ливии, там, с моим маршалом, там, Хафтаром или как его. Только добейся мне переговоров с Зеленским, добейся мне переговоров о прекращении огня, о перемирии. Эрдоган очень умный человек, он понимает, что он никогда не добьется. Но игру свою играет. По-пацански. Он получил большую геополитическую сумму. Но он не может послать Путина. Он говорит, ну вот, я делаю, я еще раз делаю. Я вот делаю, я в Астане с тобой встречаюсь. Не хочешь он Зеленский? Ну что я могу сделать? Вот тот же разговор будет в Астане. По-своему, по пацанским понятиям он ведет себя как честный человек. Он же не говорит ему Путину, пошел, ты я с тебя взял. Он старается. Прекрасно понимаешь, что ничего из этого не будет. Старается. Андрей Пянтковский был моим собеседником. Андрей Андреевич, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Друзья, берегите себя, всего самого доброго. Увидимся обязательно. Подписывайтесь.